Заседание Совета безопасности ООН, запрошенное Москвой по поводу взрывов на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», опирается на так называемую новую информацию. Под ней подразумевается материал крайне левого публициста Сеймура Херша. Прежде он работал в «Нью-Йорк Таймс», и последние несколько лет этого человека на публике не видели. Однако несколько недель назад за его авторством в личном блоге появился текст. В нем утверждалось, будто любимое детище Кремля подорвали американские спецслужбы. Херш ссылался на некий анонимный источник, которому якобы известно, что диверсию организовали специально нанятые водолазы, да еще и при содействии Норвегии. Что примечательно, с момента публикации 85-летнего Херша в объективы телекамер он не попадал, из-за чего скептики даже в какой-то момент посчитали, что текст может быть составлен кем-то другим. В материале, написанном от имени, как утверждается, Херша, в частности, говорится, что решение подорвать трубопровод было связано с опасениями, что Германия откажется от поддержки санкций против Кремля. Что любопытно, публикация Херша вызвала неподдельный интерес у официальных лиц страны, которая к «Северному потоку-2» вообще не имеет никакого отношения. Трубопровод «Северный поток» когда-то называли энергетическим спасательным кругом Европы. Его взрыв оказал огромное негативное влияние на мировой энергетический рынок и экологическую обстановку, а также поверг Европу в панику из-за надвигающейся зимы. Очень необходимо провести объективное, беспристрастное и профессиональное расследование инцидента. В конце заседания теоретически должна быть принята резолюция. Голосование по этому документу, как предполагается, должно состояться уже на этой неделе. Называются разные сроки со среды по пятницу. Обсудим. Евгений Гуревич, консультант по инвестициям, с нами на прямой связи. Здравствуйте. Добрый день. Вот на ваш взгляд, вся эта информационная волна, превратившаяся в настоящий шквал с выступлением всяких так называемых независимых журналистов, китайских чиновников в поддержку публикаций, сделанных от лица Сеймура Херша, она носит скорее пропагандистский характер. Ведь российская сторона, использует именно эти голоса как повод для созыва Совбеза. Абсолютно пропагандистский, тенденциозный характер. Сеймура Херша невозможно на сегодняшний день назвать серьезным журналистом, хотя в свое время он даже выиграл Пулитцер прайз за определенные расследования. Последние 10 лет он писал статьи, в которых в частности утверждал, что большая часть сил специального назначения США контролируется секретными членами некой организации Opus Dei, что американские военные силы доставили иранских террористов в Неваду для обучения, ну и прочие подобные истории, которые некоторые будоражат нервы и воображение некоторых людей, но являются абсолютным нонсенсом. Вообще, с момента подрыва «Северного потока-2» как изменился рынок углеводородов? Рынок сначала, конечно, запаниковал. В момент подрыва цены взлетели до небес, исчезла ликвидность и, соответственно, перестали работать системы ценообразования, перестали работать цены на фьючерсных рынках, и приходилось смотреть на спотовые рынки. Но с тех пор включилась в игру так называемая невидимая рука рынка, которая, в принципе, нормализовала ситуацию. Были запущены массовые субсидии в Европе, в Америке. Также высвободили миллионы баррелей нефти и стратегических резервов, включились контракты по импорту сжиженного газа, и, соответственно, на сегодняшний день цены, хотя и выше, чем были до взрыва, но незначительно. А вообще, какую роль на европейском рынке играет сейчас американский сжиженный газ? По сути, именно он во многом заменил российские энергоносители. Он, так же как импорт через трубопровод из других соседних стран, доля СПГ в структуре импорта газа в ЕС с конца 2021 года, то есть уже в тот момент, когда Европа начала отходить от российского газа, увеличилась с 22 до 39% в четвертом квартале
2022 года. Это последняя статистика, которая есть. И хочу также заметить, что на сегодняшний день газохранилища в Европе заполнены почти на 65%. То есть никакого энергетического кризиса сейчас на континенте не видится. О котором все говорили. Но и при этом говорили, что США не сможет поставлять достаточное количество и обеспечить всю Европу как минимум. Что тогда произошло? Как это вышло? Ну, во-первых, немножко повезло, будем говорить честно, с тем, что зима оказалась намного менее суровой, чем предсказывали аналитики. Во-вторых, как я уже сказал, в игру включились, кроме поставщика сжиженного газа, импортеры газа из Великобритании, Азербайджана, стран Северной Африки. Также не стоит забывать, что на момент взрыва Nord Stream не работал. То есть через него, ни через первую, ни через второй Nord Stream газ не поставлялся. Поэтому на самом деле паника была, но она была из-за ожиданий страшного будущего, а не потому, что структурно что-то изменилось в настоящее время. А вообще, как все эти события могут повлиять на глобальные рынки и влияет ли на ценообразование инфошум или все-таки нет? Безусловно, инфошум влияет на ценообразование. Опять же, так называемая функция price discovery на сегодняшний день еще не нормализовалась, и поэтому скачки и вообще рынки как бы ведут себя более волатильно, чем мы привыкли, чем хотелось бы. Но опять же, невидимая рука рынка делает свое дело. Сейчас в США, в том числе и не только в США, в других странах тоже инвестируются огромные ресурсы в развитие индустрии, в развитие дальнейших носителей сжиженного газа. И поэтому, да, конечно, будет продолжаться волатильность, да, конечно, будут скачки, связанные с тем, что происходит, но тот кризис, тот вот ужасный, острый кризис, которым нас пугали и сейчас пытается запугать Россия, его не было и не будет. А что за инвестиции, о которых вы говорите? Как они выглядят? Какие проекты? Значит, из того, что я читал, сейчас уже было утверждено строительство 14 больших площадок для производства, инфраструктурных площадок, скорее не для производства, а для транспорта сжиженного газа, потому что основная проблема в США выглядит не в том, что у нас его не хватает, а в том, как его грубо говоря, как его доставить до порта. И, соответственно, там существует масса нюансов, связанных с оппозицией зеленых, лобби, да, зеленого лобби, также локальных резидентов в Штатах, через которые эта инфраструктура должна проходить. Но в связи с развивающейся ситуацией и в связи с прибыльностью вопроса многие из этих проблем и оппозиционных сил сейчас как бы становятся более, лояльными. А вообще, какие последствия в целом могут нести все события, инициированные на уровне ООН по отношению к углеводородам? Я думаю, что это большая политическая игра, которая будет много шума и мало выхлопа, потому что настоящие расследования сейчас ведутся правительствами тех стран, где произошли взрывы. Они продолжаются, результаты на сегодняшний день не были анонсированы. Естественно, допускать заведомо террористические страны типа России к какому-либо процессу, связанному с исследованием взрывов и всего, что связано с ними, мне не представляется возможным. Поэтому, мне кажется, это просто большая политика. Да, почему тогда, наверное, последний вопрос, Китай так активно вписывается в эту историю с Северным потоком-2, хотя, по сути, не имеет никакого к этому отношения? Китаю, с одной стороны, выгодно, поскольку они являются бенефициарами, основными, наверное, бенефициарами на сегодняшний день новой ценовой политики, которую Россия вынуждена предлагать
им, и они, естественно, будут с этой точки зрения себя вести как лояльные союзники, скажем, да, хотя тут, по-моему, просто существуют некие как бы общие интересы, да, ничего больше. Но они себя ведут как лояльные союзники России и, конечно, также как бы тыкают немножко вот Америку в морду этой палкой, что вот, да, что вот вы все время говорите там нам говорите о каких-то там правах человека, о том, о сём, о пятом, о десятом. Вот посмотрите, вы сами чем занимаетесь, и даже не допускаете международных экспертов к тому, чтобы провести настоящее расследование. Не более того. То есть это некоторая игра. Спасибо большое. Евгений Гуревич, консультант по инвестициям, был с нами на прямой связи.